Молодцы. Внучка, ты у меня молодец. Молодец. Как горная козочка. Вот куда мы спускаемся. Видите, синяя отметка показывает вниз, и вон там вот скобки, такие как ступеньки. И вот по ним мы будем спускаться. Вот. Вон туда вот. Ну разве это не красота? Ну разве вот это вот не красота? Недаром это место считается одним из красивейших каньонов Израиля. В прошлый раз мы уже были в каньон Ада. Вот, а теперь мы в каньон Гордон. Есть ручки, вот скобки. Знаки. Отдыхаем, мамулечка. На русском. Мамулечка наша молодец. Самую сложную часть этого маршрута мы уже прошли. Данька? А? Так, ладненько, короче говоря, вот мы здесь сейчас будем спускаться, видите? Это такая метка синяя, такая треугольником идет вниз. Здесь будем опускаться, вот так деталь стоит. Здесь вот так будем проходить. Вот так вот. И нам нужно пройти аж вот где следующая метка. Вот там вот мы будем проходить. Ну, как говорится, еще и начать и закончить. А нам пора идти, пока не стемнело. Вперед в путь, пока не стемнело. Давай, Талючик, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Посмотрите, где ты ногу ставишь. Так, здесь нам написано, опа, написано, что туда спускаться нельзя. Вот. И чуть позже, когда начнется сезон дождей, вот, а это произойдет, в принципе, уже где-то
на следующей, ну, по идее, на следующей неделе начинается такой сезон дождей. Вот, должен начаться сезон дождей. И тогда с первыми дождями вот это место заполнится водой. Вот, здесь есть такие маленькие ступеньки, видите, для тех, кто все-таки не слушается и вода прыгает сюда в воду, то чтобы они могли отсюда подняться. Зимой, когда прошли дожди, вот этот бассейн заполняется тоже полностью, и нет возможности пройти этот маршрут без того, чтобы зайти в воду. Поэтому зимой, когда делают этот маршрут, во-первых, он намного интересней, такого водичка прохладненькая, зимой или весной, когда делают этот маршрут, то сюда нельзя приходить с техникой или с чем-то, что может намочиться или испортиться. Либо берут с собой специальные пакеты водонепроницаемые. Что такое? Да, оно там на весу. Давай, спускайся аккуратно. Главное, не отпускай лестницу. Мамочка жила? Нет, еще, но ты оживаешь. Уже есть. Так не было баланса, как будто лечу. Равновесие. Да вообще не было равновесия. Как будто лечу. Кажется, на пустом месте, да, Да. Да, они жужжат прямо за рукой. Давай, одна села, давай. Так, ногу слишком близко к стенке не ставьте, потому что она прижмет к стенке. Ногу. Да, потому что мы бы поднимались в теньке, а потом спускались бы. Но там спуск очень такой опасный. Скажи мне, Тали, тебе мало было лазить по горам? Ты на ровном месте тоже залазишь? Мама жила. У мамы появилось второе дыхание. Я же говорю, сейчас пойдем на еще один маршрут. Понравилось? Ну, хоть кому-то понравился этот маршрут. Так, маршрут мы еще не закончили, но мы уже уверенно продвигаемся к его завершению. Скажу вам прямо, маршрут не из простых. Маршрут довольно-таки так сложный. Вот, и, кроме того, нам было жарко. То есть, в принципе, сегодня 7 октября.
Вот. Но солнышко все-таки, мы так надеялись, что утро началось с того, что было немножко пасмурно и даже дул ветерок. Мы так обрадовались, что будет хорошая погода. Как раз будет приятно ходить по пустыне. Вот. А солнышко выглянуло из облаков. И на самом-самом нашем подъеме, который был очень тяжелый, но учитывая еще и то, что Лаки не могла там подниматься, и я нес ее на плечах. Это хорошо, что мы заранее это предусмотрели и взяли специально большой рюкзак для того, чтобы можно было ее туда посадить. Правда, мы думали посадить Лаки в рюкзак только тогда, когда будем по ступенькам спускаться, по лесенкам спускаться. Вот. А получилось так, что часть этого маршрута она просидела в рюкзаке. Ну, как говорится, ей хорошо, нам тоже хорошо, потому что более безопаснее. Вот. Маршрут Кеньон Вардит. Вот. По сложности непростой, сложненький даже, можно сказать. Вот. Но зато интересный. Это наш вердикт. Как говорится, Вардит. Выдвинули наш вердикт на этот Вардит. Очень красивое место. Нам очень понравилось. Вот так вот выйдет вход, или в нашем случае выход из этого каньона. Вот. Уставшие, но довольные. Авервухи, вы довольны? Да. Ну, хоть кто-то. Вот. Заключительная стадия любой поездки на бездорожье — это обязательно подкачать колеса после того, как их спустили. Вот. Ну, как говорится, широкой дороги и резиновых столбов.